Этот старик вырастил его в горах, обучая уникальному боевому искусству под названием Ранул Тивонда. Но однажды дедушка сказал Мори, что пора идти в городскую школу, усердно учиться и завести друзей. Мори очень расстроился и расплакался. Но на самом деле он знал, что старик просто хотел купить молока и больше не возвращаться. Затем мы видим, как трое мужчин отдыхают на пляже, а девушки делают им массаж, чего у вас никогда не будет. Один из них, государственный служащий по имени Пак, спрашивает о законопроекте, который они отправили в национальное собрание. Мужчина предлагает ему деньги, но мужчины не соглашаются. Они обсуждают свой план, как навредить репутации премьер-министра страны. Пока они разговаривают, к острову что-то приближается. Внезапно поднимается сильный ветер, и облака быстро закрывают солнечное небо. Трое мужчин не знают, что делать, когда что-то падает с неба и раздавливает их. Тем временем в офисе мужчина делает сокрушительное движение рукой. Затем он сообщает своему секретарю, что у них мало времени и нужно начинать. На его руке татуировка в виде красного креста. Позже на остров прилетают вертолеты, чтобы расследовать инцидент, и находят огромный отпечаток руки с крестом. Точно такой же, как на руке мужчины. Теперь мы видим Мори, который уже подросток. Он просыпается от сна о том, как его дедушка уезжает. Он смотрит на фотографию, где они с дедушкой, но потом понимает, что опаздывает на важное мероприятие в тот день. Он торопливо уезжает на велосипеде, злясь на себя за то, что проспал такой важный день. Позже в новостях сообщают, что сегодня начинается турнир по боевым искусствам под названием «Бог старшей школы». В нем могут участвовать ученики со всей страны, а отборочные соревнования пройдут на арене. Мы видим, что все дети в восторге от турнира и хотят купить билеты, чтобы посмотреть его. Затем мы видим парня, работающего в магазине. Вынося мусор, он проверяет свой кошелек и понимает, что у него недостаточно денег. Он знает, что ему нужно работать больше, чтобы свести концы с концами. Мы видим девушку, которой нужно попасть на турнир, и она спрашивает дорогу у мастеров боевых искусств, которые не прошли отбор. Пока они объясняют ей дорогу, она восхищается мускулами парня. Мори едет на турнир, очень голодный и думает, что бы ему съесть на обед. В этот момент он чуть не попадает в аварию с вором на мотоцикле, который украл сумочку у пожилой женщины. В этот момент он видит, как тяжело живется этой женщине, и ему становится ее жаль. Поэтому он решает развернуться и догнать вора. Погоня была хаотичной. Мори ехал на велосипеде, а вор мчался на мотоцикле. Но у Мори были свои хитрости. Он ловко перестраивался, почти летя на велосипеде. Во время погони он случайно столкнулся с девушкой, которая все еще восхищалась мускулами мастера. Он быстро извинился и продолжил погоню за вором. Но когда девушка поняла, что разбила очки, она разозлилась и бросила свой меч в море. Она предупредила его, что он не уйдет. Мори объяснил, что он преследует вора, который украл сумочку у пожилой женщины. Услышав это, девушка растрогалась и решила помочь ему. Они вместе поехали на велосипеде, чтобы поймать вора. Вор изо всех сил пытался сбежать, но Мори и девушка неустанно преследовали его. Но когда девушка бросилась на вора с мечом, она случайно задела дорожный знак. В этот момент вмешался проходивший мимо парень, который работал в магазине. Он остановил вора одним мощным ударом, впечатлив Мори и девушку. В следующей сцене начинается турнир по боевым искусствам, и мы узнаем, что все трое находятся в одной раздевалке. Готовятся к участию. Девушка Юмира просит Мори заплатить за разбитые очки, но Мори настаивает, что это вина вора. Но он все равно благодарит их за спасение своей жизни. Мори представился как Джин Мори, а парень Хан Деви назвал свое имя. Они обменялись приветствиями. Затем ведущий объяснил правила турнира. Он сказал, что во время поединков разрешены любые боевые стили, нет ограничений по времени, и участники могут использовать любое оружие. Единственный способ победить – нокаутировать соперника или заставить его сдаться. Сейчас проходят региональные отборочные соревнования. И оттуда будут выбраны участники главного турнира. Ведущий также рассказал о браслетах, которые они все носят, и которые отслеживают их жизненные показатели. Эти браслеты нужны, чтобы определить, серьезно ли ранен боец. И если да, то наномашины, введенные в них, немедленно исцелят их раны. Ведущий продолжил объяснять, что тот, кто пройдет все раунды и выиграет турнир, может загадать любое желание организации. Когда все бойцы собрались, он объявил, что бой начался. Сначала все, включая зрителей, были шокированы, но быстро поняли, что это королевская битва. Некоторые бойцы быстро поняли, что браслеты не только отслеживают их жизненные показатели, но и показывают их уровень подготовки. В результате они начали атаковать более слабых участников, демонстрируя разные способности каждого бойца. Но стало очевидно, что Мори невероятно силен, так как он без труда победил нескольких соперников. Дэви и Мира тоже доказали свое мастерство, победив многих участников. Затем на ринг вышел боец по имени Кан Мансек, и синеволосая девушка сказала, что он фаворит турнира.
Кан легко победил нескольких бойцов, демонстрируя свою скорость даже без использования рук. Он выразил разочарование слабостью бойца и сказал, что предпочел бы вернуться в свою тюремную камеру. Юмира вышла на ринг, чтобы сразиться с Каном, но ее удары не причинили ему особого вреда, хотя она оказалась сильным противником. Во время боя Кан сделал неуместные комментарии о ее красоте и пригласил ее на свидание, на что она ответила с отвращением. За спиной Кана мы увидели, как Мори стягивает штаны, обнажая нижнее белье с животным принтом. Это удивило Кана, и он нанес мощный удар ногой в грудь Мори, отправив его в полет. Дэви заметил, что когда Кан ударил его ногой, Мори воспользовался возможностью и повредил ногу Кана рукой. Затем Мори встал и сказал Кану, что если тот использует всю свою силу, то сделает то же самое. Они оба бросились в атаку друг на друга. Тем временем официальные лица правительства США забеспокоились, увидев кадры событий, произошедших на острове. В комнату вошел мужчина со шрамом на лбу, и все направили на него оружие. Чиновники спросили, кто он такой, и он представился как Пак Муджин, объяснив, что работает на правительство Кореи. Первый раунд турнира подошел к концу. Он пошел домой, а Джин и Хан последовали за ним, так как все они шли в одном направлении. Их дома были по пути. Джин спросил тебя, почему она его ударила, и это привело к раскрытию того, что произошло во время боя между Джином и Каном. Ты вспомнил, что когда она прыгнула, чтобы напасть на Кана, она случайно свернула Джину шею. Она объяснила, что это было непреднамеренно. Она перепутала его, потому что была без очков. Но она сказала, что они смогли вылечить его с помощью наномашин, которые были введены всем бойцам. Эти наномашины могли восстановить все повреждения, полученные во время боев, и Хан был впечатлен передовыми технологиями организации. Позже Джин рассказал, что участвует в турнире, потому что хочет сразиться со многими противниками и стать сильнее. Затем он спросил Хана, почему он участвует, и Хан ответил, что ради денег. Наконец, ты сказал, что она сражается, чтобы вернуть семейную академию боевых искусств. Джин подразнил ее, спросив, как люди могли так легко отобрать у нее меч, на что она ответила, что это потому, что на ней не было очков. Джин незаметно вытащил ее меч, и она попросила его вернуть. Но когда она потянулась за мечом, он выскользнул из ее рук и упал в реку. Джин извинился и сказал, что достанет его, но она ударила его и попросила исчезнуть с ее глаз. Была ночь, и Мира искала в воде свой меч. Она услышала голос отца, который напомнил ей, что она никогда не должна забывать их стиль боя при лунном свете. Она вспомнила, как в детстве отец подарил ей меч и сказал, что она должна найти сильного преемника для академии. Когда она выросла, в то время как другие девочки занимались обычными девичьими делами, у нее было время только на тренировки и исполнение желаний отца. В настоящем ее телефон внезапно выключился, и она оказалась в темноте. Джин Мори появился с фонариком, чтобы помочь ей найти меч. Пока они искали, она извинилась за то, что ударила его. Когда он забрал меч, ей стало очень грустно, потому что это был единственный подарок от отца. Внезапно появился Хан с ярким светом, чтобы помочь им найти меч. На следующий день должен был начаться новый раунд боев, и тот, кто сможет принять участие в национальном турнире «Бог старшей школы». Они представили бойца по имени Го Гамда, который практиковал стиль тайчи. Они втроем ждали своей очереди в раздевалке. Джин Мори спал, когда к нему подошел Кан и пригрозил ему. Хотя Мори спал, но вмешался Го и сказал Кану оставить его в покое. Несмотря на это, Кан ударил Го по лицу, но Джин Мори быстро проснулся и поддержал Го, чтобы защитить его. Мори посоветовал Го всегда быть начеку. Первый бой был между Юмирой и Ханом Дичелом, и она нокаутировала его одним движением. После этого начались бои, и Джин Мори легко выиграл свой бой. Затем они смотрели бои других участников по телевизору, и Хан тоже победил своего соперника. Увидев это, Джин Мори выразил желание сразиться с ними. Внезапно появился Гагамда, чтобы поблагодарить Джина Мори за то, что он вмешался, когда Кан напал на него раньше. Он сказал, что не должен был терять бдительность. Но пока он это говорил, диктор объявил бойцов для следующего матча. Джин Мори предупредил Го, чтобы тот был осторожен, потому что его соперником был Канат. Ка сказал Мори, что не боится Кана, но боится проиграть битву характеров. Диктор объявил, что бой не закончится, пока один из них не потеряет сознание или не сдастся. Он также сказал, что если кто-то покинет ринг более чем на 20 секунд, он будет дисквалифицирован, и они могут рассчитывать на наномашины, чтобы вылечить свои травмы. Хотя сказал Кану, чтобы тот опустил руки и оставался верным пути настоящего мастера боевых искусств. Бой начался, и Го нанес много ударов Кану, впечатлив Джина Мори и Ю своей техникой. Затем он ловко швырнул Кана в толпу, чем всех удивил. Но Кан медленно вернулся на ринг и, казалось, не пострадал от ударов Го. Затем Кан высвободил одну руку и начал наносить удары Го. Но стало ясно, что боевой стиль Кана позволял все, включая удары в глаза и удары ниже пояса, потому что он был создан для выживания и войны.
В этот момент Го понял, что его стиль тайчи заключается в том, чтобы обрести покой и не злиться. Ему удалось нанести мощный удар под названием «Удар баланса инь-ян по Кану». Но Кан успешно его заблокировал. Затем Кан потребовал, чтобы Го сдался, заставив его извиниться, и начал бить его, чтобы унизить. Но Го отказался сдаваться. Кан продолжал наступать ему на лицо, а затем попытался оторвать руки Го от его тела. Но как только он это сделал, вмешался Джин Мори и начал бить Кана, потому что презирал его грязный стиль боя. Организаторы турнира окружили Джина Мори и сказали ему, что он не может так вмешиваться в бой. Кан поднялся на ноги и заявил, что он уже не тот, что раньше. От Кана исходила черная аура, и он снял свои тяжелые штаны. Мы увидели его прошлое, когда он был слаб и просил своего наставника научить его приемам, но она назвала его неудачником. Вернувшись в настоящее, Кан атаковал Джина Мори мощным ударом. Организаторы попытались вмешаться, но Джин Мори подпрыгнул и несколько раз ударил Кана ногой. Он ударил Кана так много раз, что тот потерял сознание. Внезапно появился Пак Муджин, человек со шрамом на лбу, и использовал свою силу, чтобы повалить Джина Мори на землю. Он объявил по микрофону, что он глава администрации турнира и что Джин Мори будет сурово наказан. Но когда его уводили, он услышал, как толпа хвалит и выкрикивает его имя. После этого мы видим группу людей в религиозных одеждах в культовой обстановке. Они слушают по радио события турнира, и один из них говорит, что они исполнят волю Бога, веря, что так они исполнят свои желания. Вернувшись на арену, организаторы собрались, и женщина с голубыми волосами сказала, что Гагамда серьезно ранен. Это значит, что он выбыл из турнира. Затем мы видим Кана, который очень напуган тем, что сделал с ним Джин Мори. Женщина говорит, что не верит, что Кан снова будет драться. Затем мы видим, как Джин Мори тренируется в своей комнате. А организаторы обсуждают, стоит ли его дисквалифицировать. Человек со шрамом на лбу смотрит на запись Джина Мори и удивляется, что его дед Джин Ти Джин. После этого начались бои. Вы сразились с женщиной по имени Мамаон, которая оказалась чемпионкой США по борьбе. Ма предложила вам выбрать другое оружие, потому что у ее деревянного меча нет шансов. Она начала бой агрессивно, атакуя вас своими приемами. Ма объяснила, что приехала из Америки, чтобы выиграть турнир, потому что победитель может исполнить любое желание. Ю попыталась дать отпор своим мечом, но сила Ма была как железо, и ее атаки были неэффективны. Меч Ю упал далеко, и Ма насмехалась над ней, говоря, что у нее нет шансов на победу. Это разозлило Ю, и она применила прием под названием «Стиль меча лунного света», который оставил большую рану на груди Ма. Даже без меча Ма упала на землю, и Ю была объявлена победительницей. Тем временем Джин Мори был в комнате и праздновал победу Ю. Но вошел Муджин и сообщил Джину Мори, что они решили, как его наказать. Он сказал Джину Мори, что тот может вернуться в турнир, если победит человека с зелеными волосами и в очках. Но Джин Мори настоял на том, чтобы сразиться с блондином, вспомнив унизительный случай в школе. Он закатил истерику на полу, выражая свое сильное желание сразиться с блондином. Человек в очках сказал, что он сильнее блондина и поэтому был выбран. Чтобы доказать свою силу, он ударил Джина Мори по лицу. Джин Мори взволнованно поднялся, понимая, что этот человек сильнее, чем он думал. Затем человек со шрамом объявил, что бой состоится на следующий день. Вышли рядом с Хэндом, все еще злясь на Джина Мори за то, что он вмешался в бой. Она боялась, что это может привести к дисквалификации Джина Мори из турнира. Но Хэнд назвал этот случай невероятным и сказал, что Джин Мори невероятно силен. Внезапно появился Джин и сообщил им о своем предстоящем бое с человеком с зелеными волосами и в очках. Он также предложил им фрукты, которые ему дал человек со шрамом, сказав, что они восстановят их силы. Ю злилась на него за безрассудство, но Джин сказал, что их семьи поддерживают их в том, что они делают. Стало ясно, что человек со шрамом и женщина с синими волосами что-то замышляют. После этого Джин Мори был дома, ел персик и готовился ко сну. Внезапно у него заболело в груди, и он упал, кашляя кровью. В другом месте человек со шрамом объяснил, что сделал это, чтобы проверить, настоящий ли боец Джин Мори, и так ли он силен, как его дед. Затем мы видим, как Хан навещает друга в больнице, который тяжело болен. Выясняется, что Хан участвует в турнире, чтобы заработать денег на лечение друга. Его друг говорит, что врачи попробуют новое дорогое лекарство, а его сестра взяла дополнительную работу, чтобы оплатить лечение. Она так занята, что почти не спит, и он чувствует себя виноватым за то, что стал обузой для друга и сестры. Хан успокаивает его и говорит, чтобы он не волновался и выздоравливал. Он рассказывает другу о мальчике, которого встретил, и они начинают шутить и веселиться вместе.
Позже мы видим, как Хан работает мусорщиком и встречает хулиганов, которые насмехаются над ним, узнав о тяжелом состоянии его друга. Один из них бьет его банкой, пачкает его рубашку, но Хан поднимает ее, а хулиганы продолжают издеваться над ним. Вернувшись на арену, Хан готовится к бою с мальчиком, который всегда ходит с книгой. Мальчик сказал, что научился всему из книг, в том числе и тому, как побеждать в бою. Когда начался бой, мальчик мог предугадать движения Хана, потому что изучил все приемы карате. Он сказал, что если бы он тренировался и выучил все движения, то не смог бы проиграть. Поэтому он и участвует в турнире. Чтобы доказать свою теорию, мальчик атаковал Хана металлической битой. Но Хан увернулся от ударов. Мальчик попытался атаковать снова, но поскользнулся и упал. Удивительно, но Хан не воспользовался ситуацией. Вместо этого он протянул мальчику руку, чтобы помочь ему подняться. Мальчик удивился, что Хан не воспользовался моментом, и спросил почему. Хан объяснил, что было бы трусостью нападать на поверженного противника. Мальчик встал и применил прием под названием 12 копий, который заключался в нанесении 12 одновременных ударов, сильно ранив Хана. Мальчик сказал, что эти удары пронзили его кости и достигли внутренних органов, поэтому Хану бессмысленно вставать и продолжать бой. Однако Хан вспомнил, как его друг боролся в больнице и очень хотел выжить. Мы вернулись в настоящее, и из-за этого Хан понял, что не может позволить себе проиграть. Поэтому, несмотря на раны, он встал и продолжил бой. Мальчик атаковал 72 копьями, но Хан отразил его атаку приемом под названием «Черная черепаха». Затем он применил прием под названием «Красная птица», создав вихрь, который ослепил мальчика. Наконец он применил третий прием «Белый тигр», нанеся несколько ударов мальчику, который остался беспомощным. Мальчик не мог поверить, что его теория полностью разрушена. Не в силах продолжить бой, мальчик упал и выбыл из турнира. Затем объявили бой между комиссаром с зелеными волосами и Мори. Однако Джин Мори был без сознания у себя дома. Внезапно что-то внутри него пробудило его. Позже, пока все ждали его прихода на бой, все думали, что он не придет. Но потом он прибежал и прыгнул на ринг. Хотя он выглядел немного уставшим и не понимал, почему его тело так сильно горит. Увидев его, зеленоволосый комиссар насмехался над ним, предполагая, что он, возможно, испугался его. Диктор объяснил правила, сказав, что поскольку это неравный бой, если Джин Мори один раз собьет своего противника с ног, он победит. Бой начался, и в мгновение ока Джин Мори снял с комиссара очки и сбил его с ног, прежде чем тот успел среагировать. Диктор удивился и объявил, что бой окончен, оставив зрителей расстроенными, потому что все закончилось так быстро. Внезапно парень пришел в ярость и бросился на Джина Мори. Но Джин Мори увернулся от атаки и нанес удар ногой, от которого тот отлетел. Зрители замолчали, потому что было ясно, что Джин Мори обладает невероятной силой. Затем из тела парня появился гигантский монстр или бог и начал атаковать Джина Мори, которому пришлось бегать по рингу, чтобы избежать чудовищных атак. Сила этого монстра была намного больше, чем кто-либо видел раньше. Монстр попытался пронзить Джина Мори мечом, но что-то остановило его, и монстр исчез. Другие комиссары прибыли, чтобы усмирить зеленоволосого парня, который был в ярости из-за унижения, которое он испытал от рук Джина Мори. Когда Муджин прибыл, он наказал зеленоволосого парня, уменьшив его зарплату на 3 месяца из-за его поведения. Затем он подошел к Джину Мори, который отдыхал, и поздравил его с победой. Джин Мори ответил, что очень голоден и хочет съесть банан. В этот момент мужчина не сомневался, что Джин Мори действительно внук Джина Теджина, так называемый тигренок. Затем в телевизионной программе обсуждали турнир «Бог старшей школы», и ведущие объявили, что из предварительного раунда осталось всего 4 бойца. Этими бойцами были Мори, практикующий тэквондо, Ю, наследник стиля «Лунный свет», Хан, лучший боец в стиле карате, и еще один боец по имени Бонг, и специализирующийся на бразильском стиле боя. Следующий бой должен был состояться между Ю и Ханом. После этого наша компания друзей шла по улице, обсуждая, кто, по их мнению, выйдет в финал. Внезапно перед ними остановилась машина, и из нее вышел молодой человек. Он подошел к ним, опустился на колени и признался в любви к Ю, спросив, хочет ли она выйти за него замуж. Услышав это, 3 друзей были удивлены и смущены. В следующей сцене Ю видна со своей младшей кузиной. Они выбирают платье, которое она наденет на свадьбу. Маленькая девочка говорит, что Сон Джин решил жениться на ней, и рассказывает, что этот молодой человек – известный боец, который работает на телевидении. Сон Джин выразил желание, чтобы Мира и ее меч сияли. Позже нам показывают воспоминания о детстве Ю, когда умер ее отец, и к ней подошел дядя. Дядя сказал ей, что теперь она будет жить с ним и заботиться о мече своего отца. Он также пытался обучать боевым искусствам, но был слишком слаб, и его ученики ушли из академии.
Вы заявили, что она законная владелица меча и должна обеспечить ему светлое будущее. Позже, в Дадзе, дядя спросил Санджина, почему он хочет жениться на тебе. Он ответил, что у него много планов, связанных с мечом. Он выразил решимость осуществить мечту, которую не смогли осуществить ни он, ни его брат. Позже Мори пытался решить, какой бургер заказать, когда услышал разговор в очереди о предстоящей свадьбе своего друга. Он решил пойти к ней домой, чтобы спросить, почему она выходит замуж за Санджина. Когда она спросила, как он нашел ее дом, он ответил, что спросил у организаторов турнира. Ю попыталась закрыть дверь, но он не дал ей этого сделать и спросил, почему она выходит замуж, если не влюблена, особенно во время полуфинала. Она объяснила, что должна сделать это ради меча в стиле «Лунный свет». После этого она закрыла дверь, и Мори упал с лестницы. Однако она выглядела грустной, потому что не хотела выходить замуж. Затем Мори позвонил Хану, который работал водителем доставки еды, и рассказал ему о свадьбе Ю с телеведущим, которому он не доверял. Хан посоветовал ему не вмешиваться в дела, которые его не касаются. Но Мори настаивал, что что-то не так, потому что Мира не выглядела счастливой. В следующей сцене Ю была одета как невеста, и ее дядя вспомнил, что ей не нравились те же вещи, что и другим девочкам. Она предпочитала оставаться дома и убираться, а когда они гуляли по улице, она смотрела на одежду других девочек. Он спрашивал, не хочет ли она, чтобы он купил ей что-нибудь, но она всегда отвечала, что ей это не нужно. Теперь было странно, что она выходит замуж, и еще более странно, что она выходит замуж за того, кого не любит. Он пошел к Сон Джину и попросил его отменить свадьбу его племянницы, сказав, что ты не хочешь выходить замуж и что она еще ребенок. Но когда он это сказал, вошла Ю и заявила, что она счастлива и хочет осуществить свою мечту о замужестве. Было ясно, что у нее на уме что-то другое. Она сказала, что сила Санджина изменит судьбу стиля «Лунный свет». Ее кузен расстроился, потому что ты обычно так не разговариваешь. Позже мы увидели, как кузен рассказывает Джин Мори о своем отце в мече. Он хотел поговорить с тобой и объяснить ей причину. Но появились охранники и не дали ему подойти к ней, потому что у него не было приглашения. Он попытался пройти мимо них, но его повалили на землю. В воспоминаниях мы увидели истинные намерения Санджина и узнали, что он принадлежал к религиозному культу, где все носили мантии. В этом культе лидер приказал молодому человеку получить меч вместе с рукой, которая им владеет. Он имел в виду тебя, потому что только ты могла им управлять. Лидер сказал, что тот, кто завладеет этим мечом, сможет править как бог. Мори дрался с охранниками, но не мог использовать свои приемы тэквондо против них, потому что они были слишком слабы. Внезапно появился Хан и оттолкнул охранников плечом, победив их всех. Он сказал Джин Мори, что не бил их, а просто оттолкнул в сторону. Сон Джин посмотрел на своих охранников и разочаровался в них. Мори прервал свадьбу, но Сон Джин напал на него с мечом, который принес слуга. Но Хан перехватил меч рукой, дав Мори возможность поговорить с тобой. Он сказал тебе не выходить замуж за Санджина, но ты настояла на том, чтобы исполнить желание своего отца, который хотел, чтобы ты нашла кого-то очень сильного, кто унаследует меч. Ты отвергла всех парней, которые хотели с тобой встречаться, потому что они были слишком слабы. Пока она это объясняла, она наносила удары Мори, который защищался. В этот момент вмешался ее дядя, и она случайно ударила его по лицу. После этого мы увидели, что и ее дядя, и ее кузен не хотели, чтобы она выходила замуж. Ори сказал ей, что она должна делать то, что действительно хочет, и услышав это, она вспомнила, как ее отец говорил то же самое в детстве. Стало ясно, что она неправильно поняла слова отца, который говорил ей использовать любую технику, чтобы управлять мечом. Вспомнив это, она решила и сказала Санджину, что не хочет выходить за него замуж. Она также сказала, что сама будет защищать стиль «Лунный свет». Но Санджин отказался и сказал, что получит меч и девушку любым способом. Затем он призвал божество, похожее на то, которое мы видели у зеленоволосого парня во время боя с Мори. В результате здание начало рушиться, и Хан крикнул людям, чтобы они бежали. Затем Сон Джин напал на Хана с мечом и ранил ее в живот, потому что она встала между ними. Но она быстро ударила его приемом «Лунный свет», и он потерял сознание. Джин и Хан были рады ее возвращению. После этого они вышли на улицу, смотрели на огонь, и Ю чувствовала себя виноватой за все, что произошло. Санджин сбежал на машине с мечом своего отца, и она сказала, что ей все равно, если он его заберет, потому что дух ее отца был не в мече, а внутри нее. После этого она ушла, смеясь с друзьями, и ее дядя и маленькая девочка были рады за нее. Позже Хан был в больнице, пока врачи пытались спасти его друга. Но они ничего не могли сделать, потому что у него не было пульса. После этого Хан был на работе, и обычные парни пришли его дразнить. На этот раз он не позволил им смеяться над его другом и побил всех троих. Затем мы увидели полуфинал турнира между Ханом и тобой. В этот момент Хан был в ярости из-за смерти своего друга, и зрители были шокированы, увидев, как он жестоко избивает тебя.
Он хотел продолжать бить тебя, несмотря на то, что ты была серьезно ранена и без сознания, поэтому ведущему пришлось вмешаться, чтобы он не убил тебя. После боя он прошел мимо Мори и сказал ему, что они встретятся в финале. Лори подумала, что Хан стал другим человеком, а не его другом. 2 года назад у Хана было воспоминание о том, как они с другом дрались каждый день после школы. Затем мы вернулись в настоящее, и он был в ванной, его рвало, пока он думал о своем друге и о том, как он тебя избил. После этого начался другой полуфинальный бой между Мори и Бьорном, который использовал свой бразильский стиль боя. Но бой закончился быстро, потому что Мори победил его одной атакой, которая его нокаутировала. Джин показал невероятную силу. Затем ведущий объявил, что в финале будут участвовать Мори и Хан, и победитель примет участие в национальном турнире. Позже Мори навестил тебя в больнице, где тебя лечили с помощью нанотехнологий. Она заметила, что он был рассеян, и сказала ему, что так он не сможет победить Хана в финале. Она сказала, что проиграла, потому что была слаба, но Мори сказал, что это потому, что она была ранена в бою. Но она выразила беспокойство по поводу того, почему Хан так себя повел. Позже Хан навестил своего друга в больнице, который был еще жив, но в коме. На следующий день наступил последний день отборочных соревнований. Бойцов вызвали на ринг, и начался бой. Муджин подумал, проснется ли тигренок, имея в виду Джина. Бой был равным, они обменивались ударами, и ни один из них не имел преимущества. Хан нанес удар Мори в рот, из-за чего тот выплюнул много крови, как и ты. Мори в гневе встал и сказал Хану, что не простит ему того, что он причинил боль их другу. Он нанес несколько ударов ногами из своего обновленного тэквондо, и Хан упал в угол. Но Мори подошел и протянул ему руку, чтобы помочь подняться. Хан взял его за руку, но сказал, что ни он, ни ты ему не друзья. Затем он начал использовать различные приемы, чтобы атаковать Мори. Затем мы увидели, как ты выходишь из больницы с дядей и двоюродным братом. Она прошла мимо палаты друга Хана и поняла, что его лечат с помощью нанотехнологий. Там собралось несколько человек, в том числе организаторы турнира и девушка, которая оплакивала смерть своего брата. Сестра кричала на умершего парня, призывая его встать и сразиться со своим другом Ханнаганом, что ему больше всего нравилось. Позже в воспоминании был показан мужчина со шрамами, который говорил Хану, что знает, что тот хочет выиграть турнир, чтобы помочь своему другу. Он предложил сделку. Если Хан выиграет полуфинал и финал с большим преимуществом, он вылечит болезнь своего друга с помощью нанотехнологий. Вот почему Хан изо всех сил сражался с тобой и теперь делает то же самое с Мори. Вернувшись в настоящее, Хан безжалостно избивал Мори своей божественной стойкой, и тот упал на землю. Ведущий начал считать до 10, чтобы посмотреть, сможет ли Мори встать. Но прежде чем счет дошел до 0, появился мужчина со шрамами и сказал Хану, что его друг уже умер. В этот момент Мори встал до того, как счет дошел до 0. Позже мы узнаем о школьных годах Хана, когда он прославился тем, что побеждал во всех боях даже против старшеклассников. Однажды он оказался в меньшинстве перед учениками, вооруженными палками, но неожиданный союзник, друг, который позже так много для него значил, пришел ему на помощь в бою. После победы, когда они оба были измотаны и лежали на земле, друг спросил Хана, почему его предполагаемые друзья не пришли ему на помощь. Хан ответил горькой правдой, что те, с кем он общался, не были его настоящими друзьями. Друг дал ценный совет, призвав Хана больше доверять людям. Вернувшись в настоящее, Хан очнулся от бессознательного состояния, переживая ужасную новость о смерти своего друга. Мори начал жестокую атаку, но Хан безжалостно защищался. В этот момент мы узнаем о предыдущем разговоре мужчины со шрамами с Ханом. Он рассказал, что лечение с помощью нанотехнологий уже началось. Но, к сожалению, было уже слишком поздно. Следовательно, их контракт закончился, и Хан мог сражаться так, как считал нужным. В пылу битвы Хан подумал о том, как глупо было говорить, что Мори и другие не были его друзьями. Он также вспомнил слова своего умершего друга, совет больше доверять людям, который эхом звучал в его голове. Несмотря на безжалостную атаку Мори, Хан решил не сопротивляться. В разгар напряженной битвы ты умоляла Хана сражаться так, как он сражался с тобой, и протянула ему письмо, оставленное его покойным другом. Ты предупредила Хана, чтобы он не показывал его Мори, опасаясь, что это может повлиять на их бой. Получив письмо, Хан вспомнил, что его друг написал его перед своей безвременной кончиной. В письме говорилось о его счастье и призывало Хана бороться за себя. Исполненные новой решимости, они вступили в ожесточенную битву, отдавая все силы. Мори нанес мощный удар синего дракона, и Хан упал на землю. Диктор объявил Джина Мори победителем турнира. У Анны было еще одно воспоминание, на этот раз о том, как он победил своего друга, который был вне себя от радости и предложил им улыбнуться. Анна, однако, заявила, что улыбка не принесет им побед, на что его друг ответил, что они станут лучшими друзьями. Вернувшись в настоящее, когда Мори протянул руку, Хан понял, что улыбка Мори была такой же, как у его умершего друга. Они пожали друг другу руки, и Мори объявил их друзьями.
Ты помогла Хану подняться на ноги, заявив, что намерена победить его в следующем матче. Вместе они ушли, и зрители разразились аплодисментами, празднуя их новую дружбу. Дед Джина Мори, Джин Теджин, оказывается в лесу, когда внезапно появляется группа мужчин в одеждах религиозного культа. Один из них подходит к старику и предлагает сильным людям объединиться и присоединиться к их делу, утверждая, что они получили силу с небес. Однако старик категорически отказывается, заявляя, что имеет право жить по своим правилам, и это мнение он часто разделяет со своим внуком. В ответ на этот отказ выражение лица мужчины меняется, намекая, что он, возможно, использовал какую-то силу или манипуляцию против старика. Мори лежит на кровати, размышляя о том, где сейчас его давно потерянный дедушка, которого он не видел с детства. Тем временем по телевизору ведущие объявляют о предстоящем национальном турнире, который пройдет через 2 недели. Чтобы принять участие в турнире, 3 лучших бойца из каждого регионального отборочного турнира должны сформировать команды. Чтобы определить бойцов, занявших 3-е и 4-е места, Ю соревнуется с бойцом, владеющим бразильским стилем, и легко занимает 3-е место. Мори с энтузиазмом болеет за нее из зала, но и Ю, и Хан немного смущены. Организаторы турнира изучают подробный анализ команд, и внезапно вводится новое правило. Это изменение вызвано осознанием того, что любой член команды может стать ключом к победе, поскольку все они обладают качествами, подобными ключу. Они понимают, что ключ пробуждается, когда сильнейшая эмоция человека пробуждает его скрытую силу. Кроме того, администрация выражает обеспокоенность растущей дерзостью культа после отборочных турниров, поскольку они преследуют те же цели. Мори радуется победе Ю, гарантируя, что все 3 смогут участвовать в предстоящем большом турнире как команда. Они вместе идут по улице, и Мори с нетерпением ждет возможности поехать на турнир со своими друзьями. Однако его внезапно осеняет, что в командном соревновании он не сможет сражаться против своих друзей. Ю спрашивает, почему он хочет сражаться против них, и Мори отвечает, что быть самым сильным – это невероятно круто. Во время этого разговора Мори чувствует, что кто-то проходит мимо, но человек быстро исчезает, оставив его заинтригованным. Позже мы видим старика, которого человек со шрамом послал шпионить за Мори. Становится ясно, что этот старик мастер, и они вызывают этих мастеров с помощью карт. Всего их 6. Старик был учителем Муджина и считает, что Джин Мори должен быть сильным, потому что он выжил после того, как съел плод мудреца. Поэтому старик намерен стать его наставником. Продолжая сюжетную линию, мы видим, что произошло с дедушкой Мори. Люди в одеждах вызывают Бога с небес, создавая портал, через который спускается гигантский меч, направленный на старика и вызывающий огромные разрушения. Это катастрофическое событие заставляет их поверить, что конец света неизбежен. Ю глубоко задумывается о своей роли в команде, чувствуя себя лишней. Позже она встречает ведущего турнира, когда он со своей семьей заходит в магазин. Она замечает, что он слепой, и поздравляет ее с победой в бою. Затем он говорит ей, что настоящий турнир вот-вот начнется, и что ей нужно использовать всю силу стиля меча лунного света. Он подчеркивает, что она должна вложить свои эмоции в меч, иначе ее сила будет напрасной. Удивительно, но он признается, что потерял зрение из-за меча лунного света. Когда ведущий возвращается к своей машине, он чувствует неприятный запах, который исходит от члена Накса. Позже Хан разговаривает с Муджином, который спрашивает, хочет ли Хан по-прежнему участвовать в турнире после смерти своего друга, подразумевая, что ему не обязательно продолжать сражаться. Хан отвечает, что он должен вернуть большой долг и что он полон решимости выиграть турнир, потому что этого хотел бы его покойный друг. Он также выражает любопытство по поводу скрытой силы турнира, намекая на Бога, который появился из зеленоволосого мужчины во время боя Мори. Это откровение привлекает внимание человека со шрамом, когда он смотрит на изображение богов на стене. Мори усердно тренируется, чтобы накачать мышцы и удивить Ю в бою. Однако его тренировки включают в себя не очень эффективные занятия, например, погоню за кошкой. В другом случае он помогает детям достать воздушный шарик, застрявший на дереве. К сожалению, ветка ломается, и он падает, подвернув лодыжку. Мари не замечает, что старик, которого он видел раньше, появляется позади него и вставляет иглу в его лодыжку, чудесным образом облегчая боль. После этого человек со шрамом объясняет концепцию богов и то, как люди могут извлекать из них силу, эффективно используя ее в бою, как будто они сами боги. Это выходит за рамки человеческого понимания, и те, кто использует эту силу, известны как чараки. Позже Ю и Хан приходят в дом Мори. Когда Мори спрашивает, как они нашли его дом, Ю игриво отвечает тем же, что и он, когда приходил к ней домой. Войдя в дом Мори, они видят беспорядок и грязь.
Мори объясняет, что раньше он жил с дедушкой в горах, но переехал в это место, чтобы ходить в школу. Трое друзей делятся знаниями, которые они приобрели за это время. Обсуждая такие темы, как чараки и целительские способности Мори, когда он успешно лечит больное плечо Ю, они понимают, что нужно быть начеку, так как многие бойцы на турнире теперь обладают силой богов. Долгожданный национальный турнир с участием лучших команд страны вот-вот начнется. Всего в турнире участвуют по 3 бойца от каждого из 9 регионов, то есть всего 27 участников. Ставки высоки, так как турнир обещает победителям невероятную силу бога, которая может исполнить любое желание. Ю замечает, что ведущий турнира отличается от того, с которым они встречались раньше. Однако вскоре по телевидению показывают тревожное сообщение о том, что предыдущий ведущий был жестоко убит в парке. Шокирующая новость вызывает ужас у зрителей и участников. Затем мы видим человека, ответственного за это ужасное преступление, который, кажется, наслаждается хаосом и насилием, которое он устроил. Он выражает зловещее удовлетворение тем, что также устранил зеленоволосого комиссара в очках, одного из сильнейших участников турнира. Ведущий объясняет, что будет 3 боя, и команда, которая выиграет 2 из них, пройдет в следующий раунд. Мари выходит на бой первым, и Ю предупреждает его, чтобы он был осторожен, потому что команда соперников очень сильная. Однако он не боится и говорит, что приобрел новый навык. Во время боя он касается разных точек на своем теле, объясняя, что это высвободит его скрытую силу. В зале старик гордится тем, что научил его этому новому навыку, который является частью тэквондо Теджина. К сожалению, Мори не мог двигаться, потому что коснулся не тех точек на своем теле, что позволило его противнику воспользоваться ситуацией, нанести мощные удары и одержать победу в первом матче. Во втором матче Хан сталкивается с самым крупным членом команды соперников. Ведущий отмечает, что этот боец самый старший на турнире, ему 38 лет, что удивляет зрителей, потому что он не похож на старшеклассника. В другой сцене человек, ответственный за убийство ведущего и зеленоволосого комиссара, хвастается, как легко было лишить их жизни. Однако выясняется, что зеленоволосый мужчина по имени Кью чудом выжил, несмотря на то, что ему проткнули легкое мечом. Он призывает бога, который быстро отрубает убийце руку. Вернувшись на турнир, Хан вступает в ожесточенный бой со своим старшим противником. Хану удается нанести несколько мощных ударов по Пуму, что беспокоит брата Пума. Однако брат Пума, Джанг, успокаивает его, говоря, что Пум никогда не сдается. Это вызывает воспоминания о том, как Пум Кван работал на стройке, где коллеги высмеивали его за то, что он постоянно проваливал вступительные экзамены в школу. Его брат приносит ему сумку с учебниками, и они обсуждают решимость Пума. Тем временем Джанг наблюдает за ними издалека и заявляет, что не хочет стать таким же неудачником, как они. Проиграв соревнование по фехтованию, она выплескивает свое разочарование, швыряя меч в стену. Пум Кван подходит к ней и спрашивает, как у нее дела. Она уже знает его имя, потому что люди часто сплетничают и говорят о нем плохо. Ей любопытно, почему он продолжает пытаться, когда все смеются над ним из-за того, что он плохо учится и старше. Пум Кван говорит, что не собирается сдаваться, и рассказывает, что после окончания школы пробовал разные занятия, но в итоге бросил их все. Он советует Джангу не сдаваться, если она действительно хочет чего-то добиться. Затем он уходит и бежит на работу под дождем. Сцена возвращается в настоящее, где Хан находится на ринге. Но его противник наносит мощный удар, который отбрасывает его в угол. Пум Кван выражает сильное желание выиграть турнир, потому что его мечта – помогать людям, которые хотят учиться, но испытывают трудности. Он призывает молот Тора с помощью черека и атакует Хана, который успевает остановить атаку и уничтожить молот силой синего дракона. Пум Кван падает на землю, и Хан объявляется победителем. В другой сцене битва между Кью и убийцей, который пытался его убить, становится все ожесточеннее. Кью быстро отрубает убийце вторую руку, но убийца хвастается, что может восстанавливаться бесконечно. Невозмутимый Кью запускает несколько карт, которые пронзают тело убийцы, обездвиживая его. Когда Кью готовится нанести смертельный удар, на место происшествия прибывают мальчик и девочка, оба священники из культа. Мальчик представляется как Экслай, а девочка грустнее. Они обладают странными способностями и нападают на Кью, однако седовласый организатор, зная, что Кью снял свой ограничитель, приходит ему на помощь. Она почувствовала что-то неладное и пришла проверить. Вернувшись на турнир, вот-вот начнется финальный матч между Ю и Цзян, и победитель определит, какая команда пройдет следующий раунд. Сначала обе девушки сражаются палками. Но Джанг быстро понимает, что у Ю преимущество. Пум Кван горячо болеет за Джанг, призывая ее сражаться с непоколебимой решимостью и не сдаваться. Джанг призывает силу, похожую на желтый световой меч, и пытается ударить Ю, но Ю ловко уклоняется от атаки.
Вспомнив слова ведущего в парке, Ю высвобождает всю мощь стиля лунного меча, нанося мощный удар, который разбивает меч Джанг и обеспечивает ей победу. Вернувшись к противостоянию Кью и седовласой девушки, они побеждают священников культа. Однако, прежде чем они успевают расправиться со священниками, Икс-Слай хватает Сатурна, и им двоим удается сбежать. Тем временем голова другого убийцы начинает бесконтрольно раздуваться, что в итоге приводит к взрыву, который охватывает всю квартиру и отключает электричество во всем здании. Чудом они выживают после взрыва. Позже Май и Ю празднуют свою победу, а Хан вспоминает момент, когда он так сильно ударил Ю во время их боя. Пообещав никогда больше так не делать, Джанг приходит в себя, и Пум Кван выражает беспокойство за нее. Он уверяет ее, что это еще не конец, и у них будет еще одна возможность посоревноваться в следующем году. Следующий матч начинается с зеленоволосого мальчика по имени Цзянь Джугак, который создает силу с помощью музыкальных нот и огня. Однако его противник, Джигал Тик, вызывает огромную акулу, которая безжалостно нападает на Джугока, из-за чего тот теряет много крови. В ответ девушка из команды Джугака пытается вмешаться и помочь ему. Но Джигалтик несколько раз бьет ее ногой, пока она лежит на земле, что шокирует как зрителей, так и участников. Он хочет помешать Мори вмешаться, опасаясь дисквалификации. Но на этот раз он вмешивается и противостоит Джигалтику. Диктор встает между ними, и раненый мальчик, решивший победить ради корпорации своей семьи, поднимается на ноги. Он вызывает молнию, но Джигалтик легко ее отражает и снова вызывает акулу, которая пожирает мальчика. В отделении неотложной помощи врачи оказывают помощь раненому мальчику, а Парк, мужчина со шрамами, обдумывает ситуацию. Пожилой мужчина предлагает дисквалифицировать Джогла, потому что очевидно, что он хотел устроить хаос на турнире. Однако Парк отвечает, намекая, что Джегл может быть ключом, который они искали. Тем временем Джин, Мори, Ю и Хан находятся в зале и наблюдают за происходящим. Хан и Ю обсуждают предстоящих соперников, и Хан вспоминает, что его отстранили от участия из-за его предыдущего вмешательства. Джин Мори, напротив, впечатлен бойцом по имени Парк Эльпио, который легко побеждает в своем матче мощным ударом. Толстовка Парка Эльпио с эмблемой тигра напоминает Мори военную форму его деда. Когда они идут по улице, Хан упоминает о важности стать сильнее и овладеть чараком, способностью призывать силу бога. В воспоминаниях Парк Муджин объясняет, что некоторые бойцы годами оттачивают свои навыки, чтобы получить чарок, но успех далеко не гарантирован. Другие вдохновляются и получают эту силу легче. Однако Джин Мори выражает желание победить, полагаясь на свои силы, и отказывается полагаться на силу богов. Это решение вызывает у вас беспокойство, потому что Мори кажется другим, грустным и тихим, чем обычно. Воспоминания Джина Мори возвращают его к разговору с Парком и девушкой с голубыми волосами, где они сообщили ему, что его дед недавно подвергся нападению в горах, и они обнаружили на месте происшествия большое количество его крови. В то время как Парк Муджин беспокоился о том, что шансы на выживание невелики, Джин был уверен в способностях своего деда. Вернувшись в настоящее, Джин Мори погружается в свои мысли и выражает недоверие, что его дед был убит. В этот момент к нему подходит Парк Эльпио, взволнованный встречей с ним. Они обмениваются дружескими ударами, но ни один из них не хочет продолжать. Эльпио извиняется за свой энтузиазм и протягивает руку, чтобы помочь Джину подняться. Во время разговора Парк Эльпио рассказывает, что следил за успехами Джина Мори с предварительных раундов. Джин Мори, заинтересовавшись символом тигра на толстовке Эльпио, спрашивает о нем, и Парк объясняет, что носит его в знак уважения к Джину Теджину. Дедушке Мори. Парк Эльпио рассказывает Джину Мори историю своего детства, в которой говорится, что его мать бросила его после похорон отца. Затем его отправили в Академию боевых искусств, где он чувствовал себя одиноким и изолированным. Однажды появился Джин Теджин с маленьким Джином Мори, спящим у него на груди. Джин Теджин подошел к Парку Эльпио и объяснил, что сражался вместе с дедом Эльпио на войне. Он дал Эльпио книгу с техниками боевых искусств под названием Тикион, которую его дед изучал всю свою жизнь. Джин Теджин призвал Эльпио быстро повзрослеть и стать великим бойцом. Когда он уходил, Эльпио заметил символ тигра на форме Джина Теджина, который произвел на него неизгладимое впечатление. Во время разговора Эльпио перехватывает атаку, направленную на Джина Мори, и использует свои навыки, чтобы остановить зубы акулы, выпущенные Джигалом. Затем Эльпио противостоит Джигалу, предупреждая его не причинять вреда невинным людям. В воспоминаниях Эльпио наносит мощный удар Джигалу, производя на него сильное впечатление. После этого Джигал уходит, и Эльпио предупреждает Джина Мори об опасности, которую представляет Джигал. Джин Мори удивлен и благодарен за помощь, понимая, что без него он бы не смог остановить атаку.
Сцена переходит к тренировке Джина Мори, который стремится стать еще сильнее. Кью врывается в офис Парка в гневе, спрашивая, почему Парк позволил убить семью погибшего ведущего. В ответ Парк бьет Кью и напоминает ему, что он должен возместить ущерб, нанесенный квартире во время их драки. Он также сообщает Кью, что из-за его действий будет вычтено 9 месяцев его зарплаты. Позже, на крыше, девушка с голубыми волосами объясняет Кью, что она создала фальшивое тело, чтобы обмануть их врагов, пока настоящая жена и дочь были в безопасном месте. Тем временем Кью достает монету из-под автомата с газировкой, и Хан, который работает в том же месте, наблюдает за ним. Хан подходит к Кью и делает предложение. Он хочет, чтобы Кью научил его пользоваться чаруком. Взамен Хан обещает каждый день готовить ему обед, чтобы Кью мог сэкономить деньги, которые он тратил бы на еду. Мотивация Хана – стать сильнее Джина Мори и в конечном итоге победить его. Он чувствует, что Джин Мори обеспокоен и хочет быть надежным союзником. Парк встречается с организаторами турнира и сообщает, что на них нацелился опасный религиозный культ под названием Нокс. Он призывает их уничтожить любого члена этой организации, если они с ними столкнутся. Тем временем члены культа Нокс собираются на встречу, и их лидер объявляет войну организаторам турнира «Бог старшей школы». В другой сцене Джин Мори вспоминает свой 17-й день рождения и долгую разлуку с дедушкой Джином Тэджином. Он вспоминает, что его дедушка оставил его, чтобы противостоять опасным противникам, когда он был еще ребенком. Ю и Хан поздравляют его с днем рождения, приносят еду и проводят вечер, играя и веселясь вместе. Они заключают пари, чтобы выиграть турнир, хотя Хан не может участвовать из-за дисквалификации. На следующий день Джин Мори получает письмо с картой и фотографией своего деда, который изображен связанным цепями, что вызывает опасения за его безопасность. Джин Мори мчится на велосипеде. Решив спасти своего деда, он мысленно извиняется перед Юйханом, обещая вернуться к турниру. Тем временем начался четвертьфинал, в котором участвуют Сеул и Чаджу, две команды, которые были допущены к турниру в последнюю минуту. Вы усиленно ищете Джина Мори, но нигде не можете его найти. Внезапно появляется девушка с голубыми волосами и сообщает, что бой вот-вот начнется, призывая их вернуться на стадион. Она предупреждает, что если Джин Мори не появится до своей очереди, он будет дисквалифицирован, и их команда вылетит из турнира. Позже Ю стоит один на ринге, его рука была дисквалифицирована ранее. Она решает выиграть время, чтобы Джин Мори вернулся. Как только она готовится встретиться с командой соперников. Они приходят в черных мантиях, что вызывает подозрение, что они могут быть связаны с организацией Нокс. Боец, который должен сразиться с Ю, снимает мантию, обнажая свое мускулистое тело и деревянный меч, принадлежавший отцу Ю. Это добавляет напряженности предстоящему бою. В разгар боя деревянный меч Ю ломается, и ее грозный противник достает национальное достояние, известное как Фэнсянь, используя его огромную силу. Это открытие шокирует Ю, так как она не знала, что в ее оружии спрятан меч. Ее мускулистый противник насмехается над ней, подчеркивая, что несмотря на годы тренировок, она так и не поняла истинную природу своего меча. Пока продолжается напряженная битва, Ю удается на мгновение обезоружить своего противника. Однако, когда она пытается взять меч в руки, она понимает, что это ее собственный меч. Но он тут же исчезает из ее рук и снова появляется в руках ее противника. Он объясняет, что меч узнает своего истинного владельца и теперь признает его таковым. Тем временем Джин Мори прибывает в заброшенное место в поисках своего деда и обнаруживает тревожную картину. Он находит человека, выдающего себя за его деда, и когда голова этого самозванца гротескно поворачивается назад, а затем раздувается, происходит катастрофический взрыв, уничтожающий все вокруг. Появляется таинственный человек и сообщает Джину Мори, что его цель – устранить сильнейших соперников в турнире, чтобы добраться до ключа. Джин Мори, не дрогнув, готовится к ожесточенной битве, когда человек превращается в множество одинаковых клонов. Тем временем Ю продолжает терпеть жестокие удары от своего сильного противника, который насмехается над ней из-за ее предполагаемой слабости. Поиски Джина Мори приводят его в комнату, где он находит Пума, лежащего на полу. Когда он входит в комнату, появляется женщина, и Хан ненадолго вступает в бой. Однако он решает, что у него нет времени на эту стычку. В разгар этой встречи в комнату входит Джегель и упрекает женщину за ее действия. Затем мы возвращаемся к битве Джина Мори, и он изо всех сил пытается победить клонов из-за их подавляющего численного превосходства. Они все бросаются на него, пробивая пол. Когда они падают, Джин Мори понимает, что среди них лежат безжизненные тела членов команды Чиджу, с которыми сражается Ю. Мужчина объясняет, что они убили членов команды Чиджу и приняли их облик, чтобы победить команду Джина Мори. Джин Мори нажимает на определенные точки на своем теле, чтобы онеметь на следующий час. Тем временем мускулистый противник продолжает одолевать Ю, и у нее не хватает сил защищаться.
Он насмехается над ней, предполагая, что Джин Мори не вернется. Ю начинает наносить ответные удары, узнав, что ее подруга пострадала. Однако ее атаки не наносят никакого урона. Мускулистый противник наносит мощный удар, и Ю теряет сознание. Но в этот момент она оказывается подвешенной в воздухе и начинает погружаться в свое подсознание. Она слышит голос бога войны и вспоминает приятные воспоминания, которые она делила со своими друзьями. Бог войны решает наделить ее своими силами. Он поднимается, и мы видим, как она призывает бога по имени Лубу. В результате ее меч возвращается к ней в руку. Мускулистый мужчина тоже использует свой чериок Кракена, но Ю легко побеждает его. Диктор объявляет Ю победительницей, но она чувствует сильную усталость и падает на землю. Перед тем, как упасть, появляется Джин Мори и поддерживает ее. Ю рада его видеть. Затем ведущий объявляет о начале второго матча. Пока они лечат раны, Хан радуется, что Ю удалось заполучить чарик. Однако они не могут не заметить, что Джин Мори необычайно зол, чего они раньше за ним не замечали. Начинается бой, и противник Джина Мори спрашивает, как ему удалось сбежать от клонов. Джин Мори молчит и наносит мощный удар синими драконами. Эта сила не от бога, а создана самим Джином Мори. Когда мы видим, как Джин Мори наносит удар своему противнику, мы одновременно узнаем, как он победил Человека-клона ранее. В следующей сцене мы погружаемся в воспоминания Эльпио, где Джигаль наносит серьезную травму своему лучшему другу Саджуна, сломав ему ногу. В больнице Эльпио сообщают, что Саджун сможет снова ходить, но никогда не сможет заниматься боевыми искусствами. Эльпио находит Джигаля и избивает его на земле, требуя, чтобы он извинился перед своим раненым другом. Однако приезжает полиция и арестовывает Эльпио. После этого инцидента, когда он выходит из полицейского участка, мужчина на улице протягивает ему письмо. Оказывается, это приглашение на турнир «Бог старшей школы». Обдумав предложение, он и другая девушка решают принять участие в турнире, в надежде, что призовые деньги помогут их другу. Пак объясняет Джину Мори, Хану и Ю, что произошло с командой-самозванцем Чеджу. Он рассказывает, что эти люди выдавали себя за других, чтобы исключить их из турнира. Но их усилия не увенчались успехом. Группа все равно будет участвовать в полуфинале. Хан спрашивает, кто стоит за нападением и каковы его мотивы. Человек со шрамом говорит, что это было организовано организацией Нокс. Тем временем мы возвращаемся к человеку с клонами, которого победил Джин Мори и который сейчас серьезно ранен. Приходит Джигаль и утверждает, что он не член организации, но сотрудничает с ними, чтобы собирать информацию. Уходя, он вызывает гигантскую акулу, убивает раненого и заявляет о своем намерении забрать ключ. Турнир продолжается, и команда Джина Мори сражается с командой Эльпио. Ю и Хан продолжают наблюдать за необычным поведением Джина Мори, отмечая, что он тише, чем обычно. Затем начинается бой между Ханом и девушкой по имени Сунга. Сунга яростно нападает на Хана, но он вспоминает информацию, которой поделился с ними Пак. Пак объяснил, что цель Нокса – не дать другим использовать силу Чериока, и те, кто овладеет ею, должны присоединиться к их организации. Вот почему они похитили дедушку Джина Мори, который обладает огромной силой. Группа выражает готовность противостоять Ноксу, но Пак напоминает им, что они еще слишком слабы. Однако он обещает предоставить им информацию о Ноксе, если они победят в турнире. В разгар боя Хан наносит мощный удар девушке, и она отлетает в угол ринга. Эльпио советует ей не продолжать, так как шансы против нее. Однако она решительно отказывается сдаваться, подчеркивая, что не хочет повторить судьбу Саджуна. Она полна решимости почтить память своего друга и сражаться до последнего вздоха. С этой решимостью она снова нападает на Хана. Но его сила оказывается непреодолимой, и он побеждает. Хан подходит к Джину Мори, который ведет себя иначе, и уверяет его, что они вместе выиграют турнир. После этого Ю обнимает их, подчеркивая важность их единства и поддержки друг друга. Джин Мори, тронутый словами друга, понимает, что вел себя неправильно, и снова становится веселым и жизнерадостным. Тем временем Эльпио с грустью наблюдает за их общением, пока они лечат его побежденного друга. Приходит Саджун и говорит, что Сунга упоминала об их участии в турнире. Она благодарит Эльпио за заботу о ее ноге. Однако она призывает его сражаться не за нее, а за свои собственные желания, особенно за желание сразиться с Джином Мори. Вдохновленный ее словами, Эльпио готовится вернуться на ринг, заявляя, что теперь он готов к этому. В другой сцене мы видим, как лидер Накса, Санг, использует свои смертоносные способности и уничтожает нескольких человек. Его действие прерывает Пак, который, похоже, вернулся после долгого отсутствия.
Санг признает, что Пак давно не появлялся, а затем рассказывает о своем намерении организовать турнир в поисках спящего ключа. После этого Санг произносит мощное заклинание, которое создает символ в небе, излучающий яркий свет, который устремляется в небеса, создавая портал. Через этот портал спускается огромный меч, тот самый, который когда-то явился дедушке Джина Мори. Затем мы возвращаемся к продолжающемуся турниру, где вот-вот начнется долгожданная битва между Джином Мори и Ильпио. Когда начинается бой, Ильпио честно говорит Джину Мори, что его нынешних навыков тэквондо недостаточно, чтобы победить его. Ильпио перечисляет 3 главные ошибки, которые, по его мнению, совершает Джин Мори: неумение вести ближний бой. Объявляя, что его атаки разрешены, и используя приемы, которые слишком нагружают его тело, он начинает наносить удары Джину Мори, который кажется беспомощным. Ильпио пользуется возможностью, чтобы поиздеваться над Джином Мори, говоря, что его дедушка был бы очень разочарован его нынешней слабостью. В этот решающий момент Джин Мори думает, как переломить ход битвы, и внезапно использует технику меча Ю в стиле лунного света, удивляя и Ю, и Ильпио. Эта техника оказывается эффективной и наносит урон Ильпио. Затем Джин Мори использует технику черной черепахи Хана, демонстрируя, что он активно устраняет слабые места, которые Ильпио обнаружил ранее. Вернемся к порталу. Из него появляется темная фигура с божественными чертами и воздействует на гигантский меч. Санг надеялся, что это божественное существо вынесет приговор организаторам турнира. Однако Пак вмешивается, вызывая крестообразный щит, который не дает мечу разрушить город. Затем мужчина в шляпе в сопровождении группы барабанщиков произносит заклинание, открывая еще один портал. Из этого портала появляются руки и хватают меч. Становится ясно, что их лидер призвал одно из 6 могущественных существ. Тем временем на улицах города организаторы сражаются с последователями Накса. Пак пытается удержать крестообразный щит, который все еще защищает город. В этот критический момент из второго портала появляется существо, которое хватает меч и ломает его. Организаторы ликуют, празднуя свою победу. После этих событий мы возвращаемся к напряженной битве между Джином Мори и Ильпио, где оба бойца выкладываются на полную, используя все свои силы. Становится ясно, что Ильпио помогал Мори на протяжении всего боя, демонстрируя впечатляющее мастерство. В момент размышлений мы вспоминаем прошлое, когда Джин Теджин и Джин Мори навещали Ильпио в Академии боевых искусств. Во время их визита пожилой мужчина спросил Ильпио, не согласится ли он дать его внуку несколько ценных уроков, если они когда-нибудь встретятся. Удивительно, но Ильпио выполняет это обещание, передавая свои знания Джину Мори. Когда битва достигает кульминации, Ильпио падает на землю, побежденный, но довольный. Он утешается тем, что выполнил свое обещание, данное Джину Теджину, и помог его внуку стать невероятно сильным. Однако, лежа на земле, он погружается в странное состояние, похожее на сон, где встречает белохвостую лису. В этот момент Ильпио горячо заявляет, что не может позволить себе проиграть. К удивлению всех свидетелей, он поднимается на ноги и претерпевает драматическую трансформацию. Его волосы становятся белыми, глаза светятся желтым, и он создает 9 огненных хвостов. Это удивительное превращение приводит всех, включая Пака и Санга, в трепет, потому что сила, исходящая от Ильпио, превосходит все, что они когда-либо видели. Увидев это необычное явление, Санг улыбается и заявляет, что ключ наконец-то найден. Конечно, я могу помочь с этим. Пожалуйста, поделитесь главой, которую вы хотите, чтобы я отредактировал для ясности и удобочитаемости. Я внесу необходимые изменения в прошедшем времени и на уровне чтения 7 класса. В разгар битвы все, включая Джина Мори, поражены трансформацией Ильпио. Резонанс Чиракаджигеля заставил его поверить, что Ильпио может быть ключом. Ильпио уверенно заявляет, что настоящая битва вот-вот начнется. Джин Мори пытается ударить Ильпио, но его удары оказываются неэффективными из-за невидимого барьера, который защищает Ильпио. В ответ Ильпио наносит серию сокрушительных ударов, в результате чего Джин Мори падает на землю. Не зная, как победить этого грозного противника, вы с Ханом наблюдаете за происходящим в изумлении. Впечатленный непоколебимой решимостью Джина Мори, Ильпио указывает на свою голову, и Джин Мори замечает его явное беспокойство. В серии защитных маневров Джин Мори понимает, что Чирук — это не только использование силы, но и владение собственным разумом и телом. Осознав это, они оказываются на равных. Ильпио выпускает огненную атаку лисы на Джина Мори, но когда огненные звери приближаются к нему, они исчезают. День темнеет, и от Джина Мори исходит яркий свет, устремляясь к небесам.
Он начинает излучать мощные лучи энергии, и ЛПО поражен этим внезапным всплеском силы. После своей невероятной трансформации ЛПО наносит сокрушительный удар, известный как ночной парад сотни демонов. Однако Джин Мори отвечает мощным вихрем, который поднимает ЛПО высоко в облака. Сверху опускается огромная рука, которая силой возвращает ЛПО на ринг и прекращает его трансформацию. Диктор официально объявляет Джина Мори победителем, и зрители ликуют, празднуя эпическую битву. Ю и Хан радостно прыгают на ринг, чтобы обнять Джина Мори. Хан спрашивает, использовал ли Джин Мори свой чарок, но сам Джин Мори не уверен в том, что произошло. Санг, напротив, ошеломлен результатом и проявляет осторожность перед уходом. Тем временем Муджин приказывает команде забрать ключ, а сам отправляется за медицинской помощью. После их беззаботной болтовни Джин Мори навещает ЛПО в больничной палате. Они продолжают дружеский спор о том, кто из них сильнее. Однако, оставшись наедине, Джин Мори признается ЛПО, что в настоящее время не знает, где находится его дедушка. Он выражает свою решимость выиграть турнир, так как человек со шрамом пообещал предоставить информацию о его дедушке, если он победит. Обеспокоенный безопасностью Джина Мори, ЛПО предостерегает его, подчеркивая опасность встречи с Джегелем в финале. Несмотря на предстоящие испытания, ЛПО ласково гладит Джина Мори по голове, вспоминая их общее детство и крепкую дружбу. После травм, полученных от предыдущей атаки Джегеля, Джиан Джубак полон решимости продолжать бороться за корпорацию своей семьи. Проходя по больничному коридору, он неожиданно встречает Джегеля. Они вступают в ожесточенную схватку, и Джубак превращается в монстра, способного поглощать людей. В ярости он захватывает друзей ЛПО и заключает их в свое тело. ЛПО, который еще не оправился от травм, пытается противостоять Джубаку, но сильно ослаблен. Джегель вмешивается, пронзая острыми зубами чудовищную форму Джубака и спасая девушку, которую он поглотил. Однако Джубак выпускает свою плоть, захватывая друзей ЛПО. Хотя девушка, запертая внутри Джубока, пытается урезонить его, Джубок продолжает буйствовать, и Джегель призывает свою акулу, что приводит к гибели девушки и тяжелым травмам мальчика. Видя страдания своих друзей, ЛПО приходит в ярость. Он хватает Джегеля, и их битва обостряется, в результате чего они оба падают с крыши здания. В другой сцене Санг, лидер Накса, делает заявление, идя по улице. Он объявляет, что наконец-то нашел ключ, и выпускает летающих монстров. В ответ на эту растущую угрозу Пак решает положить конец турниру бог старшей школы. Среди нарастающего хаоса из портала появляется огромная богоподобная фигура, и ее мрачное присутствие вызывает у Джина Мори, Ю и Хана чувство благоговения и страха. Санг, лидер Накса, кажется, наслаждается происходящим, объявляя это началом и концом чего-то важного. В следующей сцене мы видим дедушку Джубака, который полон решимости отомстить за трагическую смерть внука, даже если для этого придется пожертвовать собственной жизнью. Затем повествование углубляется в прошлое Джегеля, проливая свет на его прошлое. Выясняется, что его насильно разлучили с матерью и подвергли интенсивным тренировкам, чтобы он стал победителем и унаследовал семейное состояние. Несмотря на сокрушительные удары ЛПО во время их битвы, Джегель упорно отказывается признавать себя неудачником, как его отец называл его мать. В настоящем Джегель и ЛПО вступают в ожесточенную схватку, в которой оба используют свои силы Чирука в полной мере. Гнев ослепляет ЛПА, лишая его рассудка. Джегель понимает, что ЛПО превратился в дикого зверя. Тем временем организаторы турнира сражаются с летающими монстрами, появившимися из портала. Кью в восторге, ведь за каждого уничтоженного монстра он получит крупную сумму денег, которую планирует использовать для погашения долга. Харк вмешивается, создавая защитный щит в небе, чтобы не дать богу, спустившемуся с небес, разрушить город. Санг, лидер Накса, раскрывает свою зловещую цель – уничтожить весь мир. ЛПО продолжает атаковать Джегеля, но тот в ответ призывает чудовищную сущность, которая кусает ЛПО, возвращая его в прежнее состояние. Ключ, который был у ЛПО, парит в воздухе, становясь центром ожесточенной борьбы, в которой множество людей борются за обладание именительного падежа. В конце концов, Сангу удается схватить ключ, но его быстро выбивает Джин Мори, который недоумевает, почему все так яростно борются за него. Тем временем Пак продолжает поддерживать защитный щит, сопротивляясь разрушительной силе бога, спустившегося с небес.
В ответ на нарастающий кризис правительство США запускает ядерные ракеты и выходит из союза с Мугеном, утверждая, что их передовые технологии делают старых богов бессильными. Учитывая эту ужасную ситуацию, кто-то предупреждает Пака, и он накладывает заклинание, чтобы перенести участников турнира в отдаленное место среди гор. Однако Ильпио получает серьезные травмы. Хан использует свой череок, обладающий целебными свойствами, чтобы помочь раненым друзьям Ильпио. В этот момент Сун Цзянь объясняет Джину Мори, почему Ильпио помогает ему стать сильнее. Ильпио предвидел, что над городом нависла серьезная угроза, и поэтому старался подготовить Джина Мори к этим испытаниям. В этот момент Ильпио приходит в себя, и Джин Мори показывает ему ключ. Хотя Ильпио не знает, что это за ключ и почему он был у него, он искренне просит Джина Мори сохранить его и никому не отдавать. Джегель снова появляется на сцене и спрашивает у Васыхана, где ключ. Но они отказываются говорить, и Джегель нападает на них. В следующей сцене Джин Мори отправляется на поиски своих друзей и находит их в тяжелом состоянии. Хан советует ему бежать, потому что Джегель слишком силен. Джегель смело объявляет себя победителем и заявляет, что заберет все, включая ключ, себе. После этого бог продолжает разрушать щит, и в этот момент все люди в городе исчезают. Старик Цзянь Йен телепортировал людей за пределы города, чтобы защитить их от опасности. Он хотел отомстить тем, кто убил его внука. После этого Джон пронзил ядерные ракеты и использовал свою божественную силу, как один из 6, чтобы разрушить щит бога. Летающие монстры погибли во время взрыва. Во время битвы между Мори и Джегелем они оба почувствовали мощный взрыв и вернулись в Сеул. Дион упал на землю, а Санг остался невредим. Увидев Джина Мори, Санг спросил его о ключе. Но Джегель призвал монстров, которые окружили друзей Мори. Он использовал щупальце, которое появилось у него из спины. Джегель связал Джина Мори и забрал у него спрятанный ключ. Получив ключ, Джегель заявил, что наконец-то сможет превзойти богов. Он проглотил ключ и превратился в младенца, быстро вырос и расправил крылья, как ангел. Затем он принял свой окончательный облик, который сильно отличался от его прежнего вида. Джегель сказал, что его судьба – поглотить все и вернуться в ничто, и заявил, что убьет всех слабаков. Пак и другие организаторы заметили, что боги, похоже, побеждены. Но Цзянь погиб после взрыва. И они не знали, где Санг. Тем временем Джин Мори и Юй Хан собирались уходить, когда внезапно появился Джегель в новом облике и напал на них. Он был намного сильнее, и даже Джин Мори получил ранение от его ударов. Он разозлился на Джегеля за то, что тот причинил вред его друзьям и использовал технику акупунктуры, которой его научил старик. Эта техника заключалась в том, чтобы прикасаться к разным частям тела, чтобы преодолеть физические ограничения. С новыми силами они начали атаковать Джегеля, но он ответил молнией. Затем появились гигантские монстры, которые пытались их раздавить. Джегель хотел, чтобы они страдали перед смертью, и бросил в них копье. Но Хан вмешался и получил удар в спину. Несмотря на ранение, Хан попросил друзей бежать. В этот момент Джин Мори высвободил новую силу, и с неба упал гигантский посох. Санг был потрясен и понял, что Джин Мори – хранитель ключа, сатана Тисей. Мори снял повязку со лба, и она превратилась в корону. Его глаза изменили цвет, а посох уменьшился до его размера. Джин Мори схватил его и начал бить Джегеля. Все, кто это видел, были поражены, когда Джин Мори высвободил свою новую силу. Джегель призвал гигантских монстров, но Джин Мори легко пронзил их посохом. Он был в ярости и потребовал от Джегеля извинений за то, что тот причинил вред его друзьям. Джин Мори начал перечислять всех, кого ранил Джегель, и мстить за их страдания. Он швырнул Джегеля на землю с огромной скоростью. Несмотря на ранение, Джегель поднялся и заявил, что никогда не будет побежден. В ответ Джин Мори собрал облака в небе и несколько раз ударил Джегеля молнией. Пак сообщил организаторам, что сила Мори не была заимствована у бога, а стала божественной в этот момент. Джегель потерял свой облик и упал на землю побежденным. А Санг и его последователи исчезли. Хью и Хан обняли Мори, радуясь, что он снова стал самим собой, голодным и все такое. Но Мори не мог вспомнить, что только что произошло, а корона на его голове причиняла ему сильную боль. Джегель снова поднялся, но его лицо начало быстро стареть. Он превратился в гротескного многорукого монстра. Мори попытался снова призвать свои силы, но они его подвели. В этот момент появился Ильпио и напомнил ему, что нужно доверять своим товарищам. 4 друзей обнялись, готовые вместе сразиться с Джегелем. Они наслаждались битвой, бок о бок, и Май высвободила силу синих драконов, уничтожив монстра. В
последние мгновения жизни Джегель вспомнил, как мать прощалась с ним. Несмотря на попытки Эльпио достучаться до него, Джегель отстранился и пожелал ему хорошей жизни. Затем его поглотил один из его собственных монстров, и он погиб. Эльпио удалось поймать несколько осколков ключа из исчезающего тела Джегеля. Затем появилась женщина, назвавшаяся одной из 6 и прародительницей человечества, заявив, что она самая сильная и важная фигура на турнире. Она сообщила им, что как победители они могут загадать любое желание. Мори поспешил к женщине и попросил помочь спасти его дедушку. Но в этот момент он понял, что его друзьям тоже нужна помощь, ведь некоторые из них потеряли части тела во время битвы. Мори понял, что не может быть эгоистом, и решил отказаться от своих желаний. Вместо этого он загадал желание, чтобы раненые участники восстановили свои тела в первоначальном, неповрежденном состоянии. Женщина использовала свою силу, и чудесным образом те, кто потерял конечности или получил травмы, полностью исцелились. Они вернулись в то состояние, в котором были до битвы. Она также сообщила Мори, что его дедушка действительно жив. Хотя он был очень слаб. Мори закричал от радости, услышав эту новость, и его корона исчезла. Но он уснул от усталости. Сцена меняется, и Мори просыпается после 3-месячного сна. Он идет на кухню, где находит тебя заготовкой. В воспоминаниях женщина, исполняющая желание, сообщает Эльпио, что осколки ключа разбросаны по всему миру. Она поручает ему, как хранителю ключа, собрать их, потому что ключ обладает силой бросить вызов богам и, возможно, победить их. Мори узнает, что, чтобы вернуть потерянные воспоминания о битве, он должен посетить родину сатаны Тася. Решив стать сильнее, Мори Ю и Хан решают отправиться в далекое путешествие. Они обнимаются, и Мори говорит, что они станут сильнее вместе. Он также обещает найти своего пропавшего дедушку. В финальной сцене Джин Теджин остается в темной темнице без руки.